Шум дождливой ночи в пригороде Нового Орлеана казался маленькому черному комочку бесконечной гулкой угрозой. Осень в Луизиане умеет быть промозглой. Тяжелые капли воды стучали по старой жестяной крыше, а сырой ветер выдавал последнее тепло из-под настила заброшенного гаража. Ему было всего 2 месяца от роду, но мир уже успел показать свою суровую изнанку. Малыш, его братишка и сестренка ютились прямо на голой земле среди обломков досок и старых автомобильных покрышек. Маленькие лабрадоры прижимались друг к другу изо всех сил, пытаясь согреться дряблой детской шерсткой, а их животики тихо и жалобно урчали от голода. Мать пропала несколько дней назад, и щенкам оставалось только тишиной отвечать на окружающий их пугающий шум. Когда загремели металлические клетки и зашуршали тяжелые шаги службы по отлову животных, малыши даже не поняли, что происходит. Вспышки ярких фонарей прорезали темноту. Шершавые кожаные перчатки ловцов осторожно, но уверенно подхватывали дрожащие тела. А в воздухе перемешались запахи страха, дождевой грязи и холодного металла. Для дворовых собак этот звук часто означал конец свободы, но для этих 3 сирот он стал самым настоящим спасением. На смену темноте и холоду пришел светлый, пропитанный специфическими запахами лекарств и дезинфекции мир ветеринарной клиники. Несколько недель врачи и ассистенты буквально боролись за жизни крошечных лабрадоров. У малышей обнаружили истощение и простуду, поэтому капельницы, витаминные смеси, сухие чистые подстилки и регулярное теплое питание стали их новой реальностью. Вместе с физическим здоровьем к щенкам возвращалось и доверие к людям. Взгляд крох прояснился, мокрые носы снова стали прохладными и здоровыми, а хвосты начали несмело повиливать каждый раз, когда в палату входили люди в белых халатах. Именно здесь, в клинике, самый активный и любознательный из троицы, угольно-черный щенок с пытливыми, невероятно умными карими глазами, получил свое имя. Его назвали Бюрро. Он отличался от брата и сестры особым темпераментом. Пока те осторожничали, Бюрро всегда первым выбегал навстречу медсестрам и пытался подставить лобастую голову под ласковую ладонь. После полного выздоровления и прохождения всех необходимых процедур всю маленькую семью перевели в местный приют Humane Society штата Луизиана. Это было огромное, шумное, но наполненное искренней любовью место. Каждое утро здесь начиналось по строгому расписанию. Мерный стук металлических мисок, радостный перелай десятков самых разных обитателей и суета заботливых волонтеров. Все собаки, попадавшие в эти стены, от старых сидеющих беспородных псов до совсем молодых породистых подкидышей, жили одной общей заветной мечтой. Они мечтали скорее обрести настоящий дом, где пахнет уютом, где есть собственный мягкий ковер у ног хозяина и миска, полная вкусной еды. А главное, где тебя больше никогда не предадут. Собаки каждый день смиренно ждали. Прижимаясь кожаными носами к металлической сетке вольеров, они провожали взглядом каждого нового посетителя, и в глазах каждого пса зажигалась надежда: может быть, это пришли за мной? Счастье улыбнулось семье Бюрро очень быстро, но, к сожалению, не ему самому. Братика забрали в первую же неделю после переезда. В приют пришла приятная молодая семья с маленьким ребенком. Они долго всматривались в вольер, где играли 3 черных щенков, но в итоге выбор пал именно на брата Бюрро. Маленький черный лабрадор наблюдал за этим процессом через прутья с смешанными чувствами. Он видел, как брата бережно подхватили на руки, как застегнули на его шее новенький яркий ошейник, как волонтер передал поводок радостному мальчику и как за этой счастливой компанией закрылась тяжелая входная дверь приюта. В этот самый момент в маленькой голове черного лабрадора произошел настоящий переворот. Бюрро обладал удивительной для щенка наблюдательностью.
Он четко осознал: просто сидеть сложа лапы в углу вольера и тихо ждать, пока кто-то случайно заметит тебя среди сотен других лающих и виляющих хвостами обитателей, недостаточно. Конкуренция была слишком велика. Нужна была собственная, уникальная стратегия. Нужен был особый, неповторимый знак, который мгновенно донесет до проходящих людей простую мысль: «Я здесь, я ваш самый лучший, самый веселый и верный друг». И бюро решил действовать. Он начал внимательно изучать поведение людей, которые ежедневно проходили мимо его вольера. Щенка осеняло каждый раз, когда он видел, как посетители реагируют на проявление эмоций. Когда волонтеры умилялись, произнося ласковые слова, уголки их губ неизменно ползли вверх, а глаза становились теплыми. Малышу понадобилось совсем немного времени и тренировок, чтобы скопировать это специфическое выражение человеческого лица. Он начал улыбаться. Это не было похоже на случайный оскал или предупреждающий рык, который иногда демонстрируют животные. Бюро натягивал губы назад таким образом, что полностью открывал ровный ряд своих белоснежных молочных зубов, слегка прищуривал карие глаза и одновременно начинал часто-часто вилять всем телом от самого носа до кончика хвоста. Выглядело это невероятно комично, искренне и до слез трогательно. Теперь каждый раз, когда в длинном коридоре приюта раздавались чужие шаги или слышался гул голосов очередных гостей, Бюро мгновенно вскакивал. Он подбегал к самой сетке вольера, аккуратно садился на задние лапки, вытягивал стрункой шею и буквально расплывался в широчайшей, поистине голливудской улыбке. Посетители, проходившие мимо, останавливались как вкопанные. Они разражались добрым хохотом, доставали телефоны и наперебой начали умиляться необычному щенку, который радовался им так, будто знал их всю свою жизнь. Работники приюта Humane Society тоже не могли спокойно пройти мимо такого артистичного таланта. В один из солнечных дней одна из сотрудниц достала смартфон и решила запечатлеть на камеру, как именно бюро встречает гостей. На коротких кадрах щенок, едва завидев человека с камерой, слегка прижимает уши, забавно морщит носик и с невероятным азартом демонстрирует свою фирменную белозубую улыбку от уха до уха. Этот небольшой ролик выложили на официальной странице приюта в социальных сетях с подписью о том, что этот маленький парень очень хочет найти дом. Реакция интернет-пользователей оказалась феноменальной. За считанные часы видео превратилось в настоящий вирусный хищник. Оно собрало более 400 тысяч лайков, десятки тысяч репостов и бесконечную волну восхищенных комментариев со всех уголков страны и мира. Люди наперебой писали: «Боже мой, да этот парень точно знает, как продать свою харизму! Какой невероятный улыбашка! Он сделал мой день! Срочно дайте этому милахе самый лучший дом и кучу косточек!» Встреча с настоящими хозяевами после такого невероятного резонанса не заставила себя долго ждать. Уже через пару дней после публикации ролика в двери приюта постучалась молодая пара. Они увидели короткое видео в своей ленте новостей, переглянулись и без долгих раздумий сели в машину, чтобы проехать несколько десятков километров. Они сразу поняли — этот улыбчивый черныш — их собака. Когда они подошли к вольеру, Бюро не подвел. Он чувствовал, что этот момент главный в его маленькой жизни. Щенок выложился на все 100%, выдав свою самую искреннюю, самую ослепительную и смешную улыбку. Сердца молодых людей растаяли окончательно и бесповоротно. Все необходимые бумажные формальности и оформление документов на усыновление были улажены в тот же день. Бюро бережно завернули в теплое покрывало и унесли к новой, счастливой жизни. Сегодня Бюро живет в уютном и просторном загородном доме с большим зеленым двором, где можно до самого вечера гоняться за мячиком или просто лежать на траве под лучами солнца.
У него есть собственная мягкая лежанка, куча забавных игрушек, самые вкусные лакомства и, конечно же, море любви. И абсолютно каждый день он продолжает встречать своих любимых хозяев с работы своей знаменитой фирменной улыбкой. В приюте пока еще остается только его сестренка, скромная, тихая и очень нежная девочка. Она не умеет хитро улыбаться, как ее знаменитый брат, и все еще немного стесняется проявлять свои чувства перед незнакомцами. Но сотрудники Humane Society твердо верят, благодаря этой громкой и вдохновляющей истории бюро, привлеченному вниманию и тысячам добрых сердец, совсем скоро и для нее зазвучат шаги тех самых единственных, долгожданных хозяев, которые заберут ее в новый теплый дом.